Приветствую всех любителей часов на своем канале. Сегодня у нас на обзоре часы Apella в классическом стиле. Выбирал часики недорогие, швейцарские. И по итогу нашел их на Авито совсем за небольшую сумму. Примерно 2000 рублей. Новые они стоят 10 тысяч рублей. И посмотрите, что у нас здесь. Я сначала даже не поверил. Это деревянная коробка. Представляете, деревянная коробка для часов стоимостью в 10 тысяч рублей. Очень интересно. Здесь такая вот металлическая вставка. В общем, внимание клиентам просто на высоте. Часовой бренд Apella был основан в 1943 году часовщиком Полом Глокером в городе Базель. Название бренда произошло от названия астероида, который был открыт в 1922 году и назван в честь математика Аппеля. Очень такая вот странная история с названием бренда, но тем не менее она именно такая. Ну давайте откроем коробку и посмотрим на часы. Здесь у нас есть вот такой вот мануал. Тут различные модели. В том числе и наша. Ну, стандартно все. Так, есть печать. Продажа была сделана в 2012 году, то есть часам 10 лет. И так, тут еще вот такая вот штучка с номером. И вот сами часы. Часы кварцевые, в стальном корпусе, с датой, на кожаном ремешке. Посмотрите, какая толщина у корпуса. Эти часы точно подойдут к костюму. Это костюмники, это классические часы. Да, конечно, у нас у всех есть всякие брутальные часы, в которых мы ходим в лес, занимаемся активными видами спорта и все такое, но всегда в часовом сете у мужчины должны быть классические часы, чтобы когда вы пойдете на какое-то мероприятие, вы соответствовали полностью вашему образу. Так, вот если так посмотреть, то видно такая вот текстурное гельгеширование, можно сказать, идет в центре у нас циферблата. Здесь у нас накладные метки, и они расположены на такой, я бы назвал это виниловой пластинке, так я называю это, такие вот полоски. Очень трудно передать на камере, но они тем не менее есть. По центру вверху у нас римская цифра 12, накладная, также накладной логотип, название Apella, 1943 год. На заводной головке мы видим логотип. Это очень хорошо. Здесь на бакле мы тоже видим название бренда. Ремешок сделан под крокодила. Кому-то это, конечно, не очень нравится, но мне так вполне нравится. Очень все соответствует этому стилю, все строго, все четко. Внизу в районе 6 часов видим апертуру даты. Тоже она в такой рамочке. Все в цветовом решении, в принципе, все хорошо. Но хотелось бы, конечно, чтобы фон был черный, а цифра белая. Внизу видим надпись Swiss Made. Корпус очень элегантный, посмотрите, какие линии. Задняя крышка у нас вот такая, она у нас на винтах. Водозащита у корпуса 3 атмосферы, то есть помыть руки, сходить погулять под дождем можно, но не более того. Друзья, рекомендую вступить в мою группу ВКонтакте. Уютная атмосфера, интересные статьи, розыгрыши и новости часового мира. Ссылка в описании. Надписи, что все у нас тут встали. Водозащита 3 атмосферы и номер, референс номер 4283.
А по центру у нас написано Apella и Swissmade 1943. Посмотрите, какое интересное. Такое изящное. Такая линия. Интересная, изящная линия. Очень красиво смотрятся эти часы. Стекло минеральное. Тут не сапфир. За эту сумму, конечно, китайцы делают сапфир, но швейцарцы еще пока не этот самый так еще не научились делать. Очень интересно, кстати, смотрите, какой такой переход красивый. Мне так очень нравится. Мне очень нравится, как выглядят эти часы. С таким вот переходом. Так, что тут у нас? Ремешок, конечно, уже имеет следы ношения, но тем не менее еще пользоваться можно. Часам 10 лет. Этим часам 10 лет. Корпус имеет зеркальную обработку. Все выглядит довольно-таки свежо. Посмотрите, какие они тонкие. Ну давайте, раз уж мы говорим так о размерах, посмотрим размеры. И толщина у нас 8 миллиметров. 8 миллиметров. Так, от ушка до ушка. Посмотрим. У нас получается 46 миллиметров. Диаметр, без учета заводной головки, 38 миллиметров. И размер ремешка. Тут у нас размер, как на японских часах Сейка 80-х годов. 19 миллиметров. Не 20, не 18, а именно 19 миллиметров. Имейте в виду. В принципе, размеры очень такие удобные. Сейчас посмотрим, как на руке. Вот моя рука. 18 сантиметров запястья в обхвате. Посадочка очень удобная. Вот смотрите, как сбоку. Часы очень хорошо сидят на руке. Очень легкие, удобные. Приятные в носке. Посмотрите, стрелочка попадает в метки. Это, конечно же, радует. Разве может не радовать такое в кварцевых часах? Так, теперь посмотрим еще. Чуть не забыли, сколько они весят. Весят они всего лишь 41 грамм. Так, тут еще надпись, что это стальная бакля. Вот такие вот, ребята, часы. Я думаю, что здесь по итогу стоимость, то, что это швейцарские часы, то, что они имеют такую стоимость, они решают все просто. Вот эти изящные линии. В принципе, бренд такой довольно-таки известный. Они делают и часы подороже, и в люксовом сегменте тоже присутствуют. Так что у этих часов есть имя. Они идут очень точно. Выглядят они даже десятилетние довольно-таки свежо. И довольно-таки достойно. Из минусов могу сказать только то, что, возможно, здесь дата даже, в принципе, вообще не нужна. Было бы гораздо более гармонично. Выглядел бы циферблат. Так, ну и что еще из минусов? Ну, возможно, было бы здорово, чтобы если бы здесь был сапфир, но... Смотрите, какой интересный переход. Что-то такого я раньше не встречал на других часах. С минеральным стеклом. Вот на плексигласовом стекле такой есть переход вот здесь, вот в этом месте. Но тут переход идет прямо вот до самого конца, до самого верха. Очень красиво. Ну,
что могу сказать? Рекомендую я к покупке вот такие вот часы. Ремешок можно обновить и с удовольствием носить в театр, на какие-то мероприятия торжественные. Ну, естественно, в таких часах ходить в лес, рубить дрова лучше не стоит. Всех благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем добра.